down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всем привет! В эфире 19-й выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». Неуемная энергия моего коллеги Виталия Куцурука вывела наши выпуски на околоземную орбиту. Ну, не околоземную, а англоязычную орбиту. Теперь, благодаря английским субтитрам, наши выпуски могут смотреть братья по разуму за океаном. Ну и европейцы тоже. Итак, сегодня в программе. Заключительный этап чемпионата Киева. Бронзовый призер Анна Иванцова. Командный кубок имени Сивакова. Интервью с легендой питерского Нахока Антоном Киселевым. Начнем с украинской столицы. В минувшее воскресенье там прошел третий и он же заключительный этап городского первенства. Оба турнира, где он присутствовал, Алексей Корабель выиграл, что позволило ему завоевать чемпионский титул. С сюжетом об этом турнире, как всегда, Виталий Куцурук. Всем привет! В эти выходные прошел третий, заключительный этап чемпионата Киева. Развлекательный комплекс «Фабор» на этот раз посетило 17 игроков. Приятно удивил своим появлением Юра Шаповален, который последний раз был замечен на пятом этапе чемпионата Украины в сезоне 2018-2019. Своим присутствием порадовали отец и сын Водотыки. В сезоне 2016-2017 Саша играл на первом этапе чемпионата Киева, проходивший в ноябре, а Сергей спустя полгода в апреле на четвертом этапе открытого чемпионата Украины среди ветеранов. Роман Сморжевский, который задействован благодаря Михаилу Спиваковскому в жизни театра «Черный квадрат», также нечастый гость на турнирах. В прошлом сезоне пришел на открытие чемпионата Киева, а в этом на его закрытие. Дмитрий Литвинюк в групповом этапе занял первое место, не проиграв ни одной игры, а лишь оформив ничью с Михаилом Спиваковским. Алексей Корабель сыграл ничью с Копчуком, проиграл Литвинюку, занял вторую строчку. Михаил Спиваковский и Алексей Гусак, постоянные обитатели плей-офф, уверенно заняли свои места. Руслан Копчук, имея полное совпадение очков с Гусаком, обошел его в итоге по личным встречам. Аналогичная ситуация у Юры Шаповаленко и Ани Иванцовой. Обоим это не помешало занять свои места в восьмерке. Хороший результат показал мой одноклубник по Сварогу Александр Даниленко. Шестое место, заслуженно добытое в упорной борьбе. Не игравший долгое время Саша Водотыка Настю Горковскую все-таки опередил и был в шаге от плей-офф. Такое ощущение, что время от времени они с папой дома стоят у поляны. Прибавил по сравнению с прошлым турниром и Саша Пилипенко, 12 место. Секция во дворце юношества представлена Валерой Корницким и Мишей Роскевичем. Приятно видеть, как ребята приобщаются к взрослым турнирам. Андрей Человский занял последнее место, но это пока. Пожелаем ему успехов и терпения, он себя еще покажет. В четвертьфиналах события развивались быстро. Литвинюк обыграл Гусака, Корабель Копчука, а Шаповаленко Даниленко. Все серии закончились бы 4-0, если бы не решительное сопротивление Иванцовой в игре со Спиваковским. Возможно, Аня хотела сделать камбэк, как в игре с Гусаком на прошлом турнире, но хватило ее на одну игру. В полуфинале Литвинюк выиграл у Спиваковского, и оба пошли болеть за Шаповаленко, который отчаянно сражался с Кораблем. На кураже Юра смог выиграть первую игру, но дальше Леша оформил 4 победы подряд. В бронзовой серии со Спиваковским Шаповаленко проиграл, а если бы выиграл, лишил бы Михаила итогового серебра. За этот турнир Литвинюк трижды подтверждал свое прозвище КПСС, король последних 40 секунд. Первый раз в полуфинальной серии со Спиваковским, в четвертой игре, забив решающий тыц. Второй раз в пятом матче финала с Кораблем, где сумел сравнять счет, а затем с помощью комбинации 6-0 выиграл. Третий раз уже в следующем матче, где вывел игру в овертайм бананом, но в итоге проиграл. После турнира состоялось награждение призеров. Так, сегодня у нас третий этап. Третье место занял Литовский Михаил. Второе место Литвинюк Дмитрий. Ну, первое место, никто не ожидал, Алексей Корабель. Да, спасибо большое. Вы по итогам чемпионата медали всем, кто занял первые 3 места. Третье место на Саня Иванцова, она бежала, поэтому медаль позже. Второе место у нас занял Литовский Михаил. Первое место Алексей Корабель. Полгода назад
Когда мы начинали сотрудничать с Виталием Куцуруком, мне показалось, что он такой стайер, который делает получасовые интервью основательные. Но прошло время, и Виталий больше переключился уже на спринт, готовя такие трехминутные компактные сюжеты. Наверное, они лучше усваиваются зрителями. Чтобы дополнить картину рассказа о чемпионате Киева, я решил пообщаться с бронзовым призером Анной Иванцовой. Аня, привет! Кажется, не очень удачное время я выбрал. Ты где сейчас находишься? Здравствуйте, Виталий Скоробогатов. Очень приятно попасть на ваше видео. Сейчас я нахожусь в Киеве, учусь. Ты так убежала стремительно после четвертьфинала, потому что очень расстроилась от поражения от Спиваковского? Или не ожидала, что попадешь в призеры чемпионата? Тебя ведь не было на награждении? Я не дождалась награждения, потому что у меня были планы, домашние задания, и я выбрала нужным вернуться домой. На самом деле, я была немного расстроена поражением со Спиваковским, ведь у меня были шансы. Но, скорее всего, это из-за того, что в последнее время я мало тренируюсь, и это было как бы заслуженно. Как расценишь нынешнюю бронзовую медаль? Как успех или все-таки могла получше? Я считаю, что бронзовую медаль я получила достойно, ведь я присутствовала на всех киевских чемпионатах и получала призовые места. Это можно считать успехом, но в любой ситуации, мне кажется, я могла бы и лучше. Вопрос на засыпку. В каком составе поедет на чемпионат мира женская сборная Украины? Что касается женской сборной, сейчас все запутано, и мне сложно ответить на этот вопрос, ведь я могу ошибиться. Да, мы, к сожалению, пока все находимся в состоянии неопределенности. О, кажется, тебе пора на урок. Спасибо за интервью. Пока. Всего доброго, до свидания. 7 февраля прошел командный турнир, посвященный памяти питерского игрока Михаила Сивакова. В бизнес-центр на улице Мира собрал 8 ведущих команд города. Все должны были сыграть каждый с каждым в формате 4-4. Слабых команд не было, в каждой игре шла настоящая борьба. Ради такого случая спустя многие годы встали к игровым площадкам ведущие питерские игроки еще позапрошлого десятилетия. Антон Киселев и его брат Андрей Аверьянов, Артем Ямашев и Филипп Мищенко. Наряду с опытными мастерами в турнире приняли участие нынешние воспитанники детских секций «Охта» и «Маска», которым палец в рот уже не клади, откусят. По формуле турнира две лучшие команды выходили в финал, и большинство вопросов по кандидатурам финалистов не возникло. В решающем поединке должны были встретиться «Северное сияние» и «Стига СПБ». Они уверенно справились с поставленной задачей. А вот побороться за третье место охотников было много. В противостояниях остальных коллективов результаты могли быть все возможные. По именам, возможно, петербургские «Пираты» и «Монреаль Канадиенс» тянули на роли фаворитов. Но «Пираты» потеряли своего главного виртуоза Михаила Сивакова, а канадцы в большинстве своем очень давно не участвовали в значимых турнирах. С другой стороны, усилились их конкуренты. Бугор подписал Антона Федосеева, претендующего на первый номер команды. За команду Фарева Янг согласились сыграть на памятном турнире Александр Окунев и Борис Вельмога, чем существенно подняли рейтинг вечно молодых. Да и свои родные, Елена Столярова и Андрей Тихомиров, заметно прибавили за время участия в Невской лиге. Можно сказать, что только «Пираты» продемонстрировали стабильность. Да, по личной встрече в группе уступили Монреалю, но зато всем остальным конкурентам показали, что рано еще списывать со счетов осиротевших «Пиратов». Как обыгрывать «Канадиенс» продемонстрировали бугры, но сами потом с трудом управились с «Охтой» 19-13, а в заключительном туре уступили «Маске» 12-20. Фарева Янг тоже обыграли бугор. В 7 противостояниях этих команд это только вторая победа молодых. Но вечно молодые, в свою очередь, пострадали от юниоров из «Охты». Эмоциональные Семен Бедюков, Никита Тихомиров, Костя Ситников, не стесняясь, отбирали очки у более опытных соперников.
Юниорское дерби Охты и Маски по закону жанра закончилось в ничью 16-16. В матче за третье место пираты так и не смогли одолеть гостей из прошлого. Как я ни старался со своими партнерами, но ничего не смог поделать с Черновым и компанией. Все-таки Антон Киселев 10 лет назад не зря был сильнейшим питерским игроком. Монреаль Канадиенс завоевал почетный трофей за третье место. В финале Стига СПБ не смогла повторить свой успех годичной давности, когда в Москве на чемпионате России обыграла Северное Сияние. На этот раз сияющие предстали более монолитным коллективом. И вполне могут претендовать на призовые места российского первенства, намеченного на 14 марта. А свой выигранный трофей игроки команды «Северное сияние» благородно презентовали дочерям Михаила Сивакова, присутствовавшим на турнире памяти их отца. Одним из приятных сюрпризов стало появление на турнире команды легенд питерского Нахока «Монреаль Канадиенс», собравших таких игроков, как Андрей Аверьянов, Филипп Мищенко, Антон Киселев. Вот с Антоном Киселевым я и решил пообщаться, потому что на турнире не удалось это сделать. Антон, привет! О, смотрю, ты тоже за рулем. Прямо мода какая-то пошла. Все торопятся, век скоростей. Петров, Титов, Пилипенко, все также отвечали с машины. Мне тогда вот на этом турнире не удалось с тобой напрямую пообщаться, поэтому давай вот так постфактум. Идея создания команды Монреаль Канадиенс принадлежит Чернову. А вот игроков, я так понимаю, подбирал ты. Тяжело было уговорить стать снова к игровым площадкам людей, которые не играли лет 10? Идея названия команды на турнир памяти Михаила Сивакова принадлежит действительно Алексею Чернову. Вот. И так совпало, что это важное для него название. Как я выяснил, его первая команда так называлась. Так и важное название, опять же, было для Миши Сивакова, что это любимая его команда НХЛ. Поэтому тут даже не было никаких дебатов, там, и переговоров, вариантов по названию. Вот я сразу согласился. Название действительно, оно соответствовало тому моменту, тому дню, к которому мы все собрались. А к вопросу о том, сложно ли мне было собирать состав, да, действительно, по большому счету я договаривался с остальными участниками, а именно с Андреем Аверьяновым и Филиппом Мищенко. Вы знаете, как я заметил, сложно собрать людей, которые, допустим, не играли год-два, которые продолжительное время играли, а потом ушли из настольного хоккея по разным причинам, пересытившись, возможно, каким-то личным обстоятельствам. Вот через год их сложно, допустим, собрать вот так вот, как бы внезапно, через 2. А когда прошло 10 лет, когда прошло значительное время, ты это воспринимаешь совершенно по-другому. И что Андрей, что Филипп, они практически сразу согласились принять участие в однодневном турнире. Тем более, это не просто был турнир, это был турнир памяти нашего соратника, действительно близкого нам человека по духу, по увлечению так много лет. И не встал вопрос, никого не пришлось уговаривать. Легко согласились. И спасибо им за это большое. Какие виделись перспективы вашего выступления? Ожидали, что выступите лучше или хуже? Перед турниром, то, что мы обсуждали, мы не ставили какие-то задачи турнирные, потому что совсем другой смысл был, собственно, у этого турнира для нас, у этого собрания. Естественно, мы примерно прикидывали, какое могли бы место занять, но это вообще не было важно в данном случае. Поэтому замимо первое место или не выйдя в плей-офф, не играло никакой роли, потому что мы совершенно по другому поводу собрались. И, конечно, не отменяло спортивного принципа соревнования, что до победы. Но опять же говорю, что мы сейчас собираемся редко, и
так уж получается, что не по самым приятным поводам. Поэтому для нас было важно именно своим присутствием, да, своей игрой почтить память Михаила. Ну и пообщаться с людьми, которых мы много лет знали и которых уже много лет не видели. Ты сам уже активно не посещаешь турниры много лет. Может быть, выделишь какие-то отличия, которые сейчас присущи игрокам? Кого бы ты отметил на этом турнире? Самое интересное, что именно вот после турнира я задумался над вопросом, растет ли вообще в среднем уровень с годами игроков в настольный хоккей. Есть ли какие-то там значительные скачки, какая-то эволюция игроков среднего уровня, игроков топ-уровня. И на этом турнире я, естественно, топов не увидел, поэтому сложно мне сказать. Но вы знаете, вот я, получается, играю там с 2004, по-моему, года, то есть уже первый раз это было 16 лет назад. И средний уровень игроков настольного хоккея, он не меняется, на мой взгляд. Не появляется чего-то качественно новое, да, появляются какие-то комбинации, но они всегда появлялись, новые. Я даже сказал, даже не новые, а которые находятся сейчас в тренде, да, что-то исполняется. Но чтобы там спустя 15-10 лет уровень средний уровень настольных хоккеистов как-то качественно рос, я это не замечаю. То есть при этом вот пришел я там спустя какое-то продолжительное время и встал за поляну. С игроками среднего уровня мне, по сути, так же тяжело или так же легко играть, как это было там, не знаю, 5 лет назад, 3 года назад, 7 лет назад. Даже не знаю, с чем это связано. Но различий я больших не вижу. Возможно, какие-то топы, которые сейчас есть, о которых я только слышал, даже вот кого-то не видел и не помню, не знаю, может быть, там действительно какой-то космос вообще они показывают. Но на этом турнире таковых не было. С другой стороны, новых лиц на этом турнире я тоже особо не увидел. Было несколько новых для меня молодых ребят. Вот, кто-то даже меня обыграл. Но чтобы кого-то отметить, кто-то меня сильно удивил, такого тоже не было. Появляются новые лица, средний уровень не растет, средний уровень остается на том же, на котором он и был раньше. Но я тоже думал, что Андрею Филиппу придется тяжелее после длительного отсутствия. Но, вероятно, навыки сохранились, и они вполне нормально смотрелись на уровне современных игроков. После нынешнего турнира у твоих одноклубников не возникло желания почаще принимать участие в турнирах? Или теперь только через год вас увидим? Потому что я надеюсь, что этот турнир памяти Михаила Сивакова станет традиционным. После турнира чаще в настольный хоккей играть мне, как это всегда водится, после турнира не захотелось. На самом деле, после каждого турнира, даже когда я был действующим игроком, какое-то время, там несколько дней от хоккея просто воротит, и не хочется прям к нему подходить, и вообще такой неприятный осадок, тяжесть. И это было всегда у меня такое. Не знаю, с чем это связано, понятно, там, можно там покопаться, физика устает, там душно, концентрации слишком много. Но после турнира хочется, чтобы был такой же перерыв. Вот мы с Филиппом Мищенко после турнира общались, и он тоже подтвердил, что на следующий день, и вообще сразу после турнира, вот такая у тебя внутри тяжесть, и ничего не хочется. Поэтому я считаю, что я не вернусь пока в настольный хоккей, и нет ни желания, ни возможности. А что касается, если турнир имени Михаила Сивакова станет ежегодным, то я думаю, что мы по возможности, но при этом с удовольствием будем собираться в том составе плюс-минус и участвовать в нем. Вот, это я могу подтвердить. Во всяком случае, с моей стороны точно. Скажи, пожалуйста, несколько слов о Михаиле Сивакове, как об игроке и о человеке. Я не буду лукавить, что я с ним был в близких отношениях или хорошо его знал, это не так. И, может быть, он в принципе человек был закрытый. Вот. Я его не знал, скажу, близко, и играл с ним не так, чтобы очень часто. Но я подпишусь, в принципе, под словами большинства настольных хоккеистов, которые
говорят, что он был очень корректен в игре. Он во главу угла ставил именно красоту игры, не результат, а именно сам процесс. Вот, не затягивал время, не использовал какие-то грязные приемы никогда. И с ним было всегда действительно приятно, интересно играть. И что немаловажно, несмотря на то, что он был игрок старой гвардии, можно так сказать, да, один из первопроходцев, в его игре очень часто на протяжении всего времени добавлялись какие-то новые интересные фишки. Вот он развивался, он старался развиваться, причем развиваться именно не в плане, скорее даже тактическим на победу, а в плане красоты игры настольного хоккея. Вот. А с такими игроками всегда интереснее играть, потому что после нее как раз нет вот этой, можно сказать, после игры с такими игроками нет как раз вот этой тяжести, о которой я говорил. Вот. Так поиграл, как бы, и хочется, можно сказать, еще. Вот, и не чувствуешь никакого как бы дискомфорта. Вот. Как я уже сказал, я с Михаилом вне площадки практически не общался. Вот. Ну, а то, что как бы те диалоги с ним, которые происходили, то общение, как бы, всегда оставляли приятное впечатление о нем как о человеке. Опять же, как бы, ни для кого не секрет, что настоящая сущность человека проявляется как раз в спорте, вот в каких-то стрессовых ситуациях, да, спорт, по сути, это стрессовая ситуация. Вот. И поэтому тот стиль игры, который исповедовал, можно сказать, Михаил Сиваков, он хорошо характеризует его как человека, и можно по нему уже сказать, каким он был на самом деле. Спасибо. Спасибо. Через год обязательно встретимся. И я надеюсь, что, может быть, и раньше вы примете участие в наших турнирах. Пока. Кстати, в это воскресенье этап чемпионата Петербурга, а через 2 недели чемпионат России и российские первенства по разрядам. Так что до встречи за игровыми площадками. Пока.